Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать вот такую замечательную заготовочку. Это вторая заготовочка, это деталь для чехла вышивальной машинки, но в этой технике по этому способу можно шить не только чехлы, но и любое другое изделие. Итак, я взяла ту же ткань, это турецкий хлопок, и опять же я его проклеила флизелином. Далее я расчертила квадратики, но они уже не 13 на 13, как в первом варианте я показывала, а 10,5 на 10,5. Почему? Потому что эту заготовку мы не будем складывать и сшивать. И я померила свою заготовку, которую делала в первом варианте, и квадратики вышли 10,5 сантиметров. Поэтому здесь у меня квадратики 10,5 сантиметров. Далее все квадратики нужно разметить вот таким образом, каждый из них. Когда разметка готова, мы ни одну из этих линий сейчас простегивать не будем. И в дальнейшем, в конце, мы будем стягать только по вот этим вот основным квадратам. Мы вот эти диагонали простегивать не будем. Итак, я сейчас технически объясню и возле машинки покажу. Начинаем мы с любого квадрата. Напоминаю, у нас нет никаких наполнителей, просто ткань проклеенная. И начинаем мы с любой вот этой линии на ширину лапки. Итак, как я уже сказала, на ширину лапки я ориентируюсь по этой линии, и у меня иголочка стоит четко в этой линии. И, кстати, этот угол будет не совпадать в дальнейшем с нашей змейкой. Будут совпадать все три линии, а это не будет. Тут нужно будет немножко постараться. Ну, тут ничего сложного. Я думаю, вы посмотрите внимательно и все поймете, как это работает наглядно. Итак, у меня та же нитка армированная, как и в первой заготовке. Длина стежка также 3 миллиметра, и у меня установлена строчка с точечной закрепкой. Поехали. Я двигаюсь до линии, которая у нас в диагонали. Дошла. Поворачиваюсь. Здесь, когда я повернулась, у меня лапка стыкуется с этой линией. Далее я иголкой обязательно дойду до линии диагональной, которая у нас ориентир. Поднимаю лапку, поворачиваюсь. Опять у меня все совпало. Третий наш ориентир. Я попала в линию, поворачиваюсь, и все здесь стыкуется. Далее здесь, когда мы будем подходить, нам не нужно до конца, нам нужно не дойти. Причем не дойти, ну это еще много. Вот примерно вот так. Но вы поймете, когда вот сейчас я вам покажу, уже мы в следующую линию. То есть здесь уже лапка не стыкуется с вот этой линией, буквально 2 миллиметра. И здесь у нас четкий ориентир. Мы доходим в эту линию, поворачиваемся и видим. Вот даже больше, 3 миллиметра. Тут нужно было не дойти, где-то 3 миллиметра. Но 1 миллиметр здесь не будет заметен, я вам сейчас все покажу. Мы дошли до линии, уперлись в нее, повернулись. И опять же уперлись в линию, повернулись. И здесь будет точно такое же расстояние, как и было здесь. Уперлись в линию, повернулись. И вот мы сейчас доходим до угла, который у нас не будет стыковаться. Вот так.
здесь доходим опять до линии. Поворачиваемся. Можно сделать пробничек, если боитесь. Буквально один пробник, вы поймете, что здесь ничего сложного. Это угол, который не стыкуется. Я проверяю. Когда уже квадратик маленький, я вижу, что у меня будет сейчас так, что строчка будет касаться лапки. Далее я иду по своим ориентирам. Ой. И здесь уже все меньше и меньше будет получаться этот квадрат. Квадрат, который не стыкуется, сторона, которая не стыкуется. И я иду по своим ориентирам. И вот я вижу, мой круг, точнее квадрат, состыковался. Я делаю точечную закрепку. Узелок остается у меня внизу, поэтому я сейчас вам все покажу. Вот здесь образовался узелок, он никуда не денется и не распустится. Ну что же, вот такой вот спиралька вот такая получается. И такую спиральку я делаю каждый квадрат. Когда заготовочка у нас прошита, я взяла заготовку, мебельный поролон 0,5 и такую же ткань, которая у меня была в первой заготовочке, она будет лицом. И далее я этот сэндвич по ровным линиям квадрата полностью простегиваю. Ну что же, вот такая заготовочка у меня получилась. Посмотрите, какой объем. Очень интересно получается. И при этом те, кто смотрел мое предыдущее видео, где я делала первую заготовочку, они между собой очень похожи. Но этот способ делается быстрее, этот немножечко более замудренный, но они оба хороши. Ну а на сегодня все. До встречи в следующих видео. Кто не подписан на мой канал на YouTube, подписывайтесь. Кто не подписан на мой Instagram, ссылка в описании под этим видео. И далее нас ждет еще одна заготовка и уже изделие. Спасибо всем за лайки и комментарии. Всем пока-пока.